Можно тоже начать с правительства. Лишь в одном аспекте я затрону. Это позиция по пенсионному возрасту. Я считаю, что в правительстве не должно быть два мнения. Или увеличивайте, или раз и навсегда тему закройте. Но они хитро делают. Голодец против увеличения, Улюкаев за. И мы прекрасно понимаем, что увеличат. Но вот поиграть надо. Вроде бы не хотят. Когда увеличат? Новый созыв Думы, у которой будет 5 лет впереди, и за 5 лет забудут уже, кто принимал закон о повышении. Вот. Но время-то теряете. Если вы выбрали эту позицию, как во всем мире, но вот так играть, давайте, чтобы вот побольше получить голосов в сентябре 16-го, нанесем больше ущерб экономике. Партийные интересы выше экономики. Если ваши министры экономики принимают решение, значит, это решение всего правительства. Во главе правительства лидер вашей партии, нет, игры пошли, так сказать. Когда это не партия или это не правительство. Надо как-то занимать позиции. Чиновник. Расстрел чиновников, вот Красногорск, столица Подмосковья. Сколько лет у власти глава администрации Красногорского района? 19 лет. Это он расстрелял своих замов. Он, Рассказов, виноват в том, что сложилась эта мафия в регионе. Нельзя одному человеку 20 лет находиться на одном участке. Нельзя. Вся Московская область в таком направлении. Ленинский район, Кошман. Мы вышли на выборы. Мешали ничего. Какие ни плакаты, ни с кем нельзя встретиться. Это выборы, что ли? Я назло поехал, одни бандиты стоят передо мной. И где этот Кошман? Вы же и выгнали его, вашего члена Единой России. Вся Московская область. Все члены Единой России, и всех нужно под суд отдавать. Надо ликвидировать Московскую область. С Москвой воссоединить. Убрать здесь все выборы. Назначить нормальных, честных чиновников и зачистить всю область. Бросить на это армию. Полиция не может найти одного Георгадзе. Понимаете. Лицо есть, все известно, и вот все. Почему? Потому что и там коррупция. И там проплачивает, чтобы ему дорогу дали скрыться. Как боевики до Буденновска дошли, расплачиваясь с ГИБДД. То же самое, скажем, вот, предложение чиновникам пользоваться российскими авиалиниями. Что с таким опозданием-то? Ну, конечно, чиновники из бюджета получают командировочные, должны платить нашим авиакомпаниям. Но почему это сразу не делается? Почему уходят годы и годы? Импортозамещение. Да вообще ничего за границей не должны покупать. Вспомнить, теперь, оказывается, и в Иране есть сыр, и в Индии есть сыр, и у нас на Кавказе. А то все только Швейцария, да, там Италия. Ну, опять кто виноват? Вот они, чиновники, которые отвечают. И Госдума, у которой нет комитета по продовольствию. Мы предлагали, вы завалили. Чего же наш комитет по сельскому хозяйству не занимается продовольствием, рыбой не занимается? Потому что он далек от этого, он только сеять и пахать. Трансаэро у нас. Ну что, обокрали всю страну и банкроты. Мы много раз говорили, и сегодня здесь будут стоять представители правительства. Кредиты давать только на развитие. Если вы авиакомпанию развиваете, деньги получите. Но если вы на то, чтобы проесть, такие кредиты давать не надо. Они прокутили сотни миллиардов, а теперь уходят. Сейчас поищите их деньги, найдете в офшорах. И последите, куда они полетят чужими самолетами. Сбегут из страны. Все руководители этого Трансаэро. То Аэрофлот покупают, теперь какой-то Севен, непонятно, что за Севен. То банкротят, то покупают, то за рубль, то ничего. Так вот, все, опять игры. Игры, так сказать. Миграционная политика. Ну вот опять экономим на русских. Сокращаем деньги. На переселение программа есть. Помните, нам обещали 300 тысяч в год. А сколько переезжает? Кто его знает? Никто. Из вас не знает. И Рамадановский молчит. В 10 раз меньше. Или в 20 раз меньше. И ужесточаем условия. Уже не 2 года просидеть в одном регионе, а 3 года. Потом заставим сидеть русского 30 лет. До смерти сидеть. И уже выпишут паспорт вместе со свидетельством о смерти. Ты русский приехал, ты умер, вот теперь мы тебе даем гражданство. На, ты заслужил. Поскольку умер на русской земле. Это в какой-нибудь стране мира так делают? Немцы открыли ворота, все принимают. Все, что не идет к ним, чохом. Идите. Добро пожаловать в Германию. А тут русских закрывают ворота. И посмотрите,
С Украины не все к нам поехали, там, где бомбят Донбасс. Меньше половины. Большая часть русских поехали в злобную Украину. Профашистскую, бендеровскую. Тоже об этом нужно думать. Что, русские не едут в Россию? Рядом вот, Белгород, переезжайте. Нет, туда едут. Там, где их в бараках держат, издеваются. И все равно не очень хотят ехать сюда к нам. Значит, не так принимаем. Мосгордума переехала в новое здание. А мы когда переедем? Ну, смешно. Московские депутаты все пробили, им все построили, а Государственная Дума ничего не может. Проект до сих пор не утвержден, инвестора нету, ничего нету. 20 лет. А здание опасное для вашего здоровья. Я один здесь борюсь. Эти стены и потолки пропитаны формальдегидом. Тогда не могли по-другому строить. И сегодня вы дышите отравленным воздухом. Если вы о собственном здоровье не можете проявить какое-то внимание, как же можем заботиться о наших гражданах? Давно должно быть новое здание. И быстро построить. Нет, все ищут. Кто инвестор ушел, пришел, проект один. А что Москва быстро все переехала? Значит, все быстро сделали для себя. Своя рубашка ближе к телу. Феррари сгорел на Кутузовском проспекте. И говорят, что штраф 500 рублей. Это что, мы сами такое законодательство сделали? Я не понимаю. 2 машины еще загублены. Нанесен ущерб здоровью другим водителям, пассажиру. Говорит, нет, мальчик только вот 500 рублей, там не так он поехал на встречную полосу. Это же дикость. Где закон об агрессивной езде по улицам Москвы? Вы не принимаете. ЛДПР внесла, вы не хотите принимать. Потому что вы в Феррари горели каждый день. Это что за агрессивная езда? Кто ее должен запретить? Государственная Дума. Вы не запрещаете. Что, на поводу идете у этих мальчиков золотых, что ли? Так же нельзя. Потом ограничение скорости 100 километров в час, не больше. 105 километров, год тюрьмы. 110, 10 лет тюрьмы. В 2 раза скорость выше, 200, значит, на 50 лет тюрьма, чтобы он знал, мальчик. Ты хочешь в тюрьму на всю оставить? Давай 200 километров. И тут же его брать нужно за шкирку. Как остановить вот это горение Феррари? Но они же в определенных ресторанах гудят, прожигают наворованные деньги. И у каждого ресторана стоит Феррари. Так поставьте ГИБДД в штатском. Как этот подлец сел в машину Феррари, так за ним следом идите. И везде по маршруту предупреждайте, так сказать. И вовремя его заблокируйте. Чего вы ждете, когда загорится что-то? Это же известные рестораны. В советское время легко вычисляли. В каждом ресторане сидели в штатском сотрудники КГБ. И знали, о чем говорят за столиками, и куда потом они идут и едут. Желания нету остановить вот такой произвол. Передачи, пожалуйста, сразу все каналы зовут, докажут такие мальчики, такие вот аварии. А должны работать наши спецорганы. Вот 25 лет назад было создано движение «Дем Россия». Половина умерли, половина ушли из этого движения. В тот же год, чуть раньше, в марте 90-го, была создана ЛДПР. Страна пошла по программе «Дем России». Ну и куда пришли? Выбор есть. Был выбор. По программе ЛДПР или по программе «Дем России». Пожалуйста, вы выбрали, я имею в виду не вы, сидящие в зале, они, кто был у власти. Выбрали. И все умерли от стыда и позора. И Ельцин, и Гайдар, и все остальные по тюрьмам, Ходорковский и прочее. Так что выбор есть. Но в принципе наша демократия, мы должны все-таки поговорить, собраться иногда, хотя бы раз в год. У нас нету широкой политической дискуссии. Вот демократия, в принципе, приживается в России или она инородна для России? Вот в медицине есть термин отторжение. Организм человека отторгает. Что-то ему ввели, лекарство или какой-то орган, кожа отторгает. Если мы будем продолжать вводить, организм погибнет этого человека. Так и государство. Если мы берем чужую модель, вот той демократии западной, и она не приживается, посмотрите, у нас самодержавие. Может быть, это единственный способ существования. Царь – самодержавие, генеральный секретарь – самодержавие, президент – самодержавие. Чего мы все время рушим самодержавие? Разрушили царское, нет царской империи. Советское, нет Советского Союза. И сейчас подпиливаем, значит, последний вариант самодержавия в виде президентской республики. Надо договориться, нужно собраться. Может быть, нам не партии нужны, а одна большая какая-то организация, которая будет собираться в Кремле, одобрять что-то, не одобрять.
А если будут партии, будут растаскивать страну, будут Ходорковский и Навальный, вот вся страна будет бороться. Одного в тюрьму, другого под домашний арест. И что мы получим? Надо думать обо всем этом. Последние курды. Мы давно предлагали сделать ставку на этот народ. Он может нашим быть союзником. И мы... Спасибо, Владимир Ильич.